Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. Девочки, по новым правилам Ютуба, благодаря вашему лайку появляется возможность 10 девочкам предложить мое видео. И, соответственно, они могут его посмотреть. Так что очень вас прошу, поставьте лайк. Спасибо. Поставили? Благодарю. Тема расклада. Кто постоянно думает о вас? Посмотрим. Это не обязательно там какой-то мужчина, может быть, это соседка ваша, родственница ваша, одноклассница или одноклассник, да, вспоминает, как вы, уже не знаю, одолжили у него там, хотела сказать, ручку, да, какую-то, ластик или пенал, и забыли вернуть. Или наоборот, какой-то мечтал о вас долгие годы, одноклассник. Да. Сейчас посмотрим, кто постоянно думает о вас. А может, начальство ваше думает, постоянно о вас думает, как бы вас какой-то премией наградить, да? Так. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Фу, у нас тут горе горькое. Печали какие-то. Какие-то карты такие, девочки. Что это? Показано почему-то ваше состояние. Тут что показывают, то о том я и пою, мои хорошие. Видите, тут сидит ребенок на ступенечках. Ну, скажем так, не особо он тут и материально не особо у него все хорошо, но тут, в принципе, как будто бы он расстроен, обижен. Где-то горе, печаль, неудовлетворение. Это я так, мягко говорю. Рядом карта семья. И дальше идет карта, как будто бы вы свое сердечко. Может быть, как я могу это прочитать? В семье сейчас временно, надеюсь, временно, какие-то проблемы с близкими, с родными. Нет того, может быть, микроклимата, да? Нет взаимопонимания, какой-то поддержки, уверенности в завтрашнем дне, любви. Вот, запрос у вас был при построении ваших взаимоотношений? Как бы у вас есть запрос на то, что отношения будут гармоничные, там, вы будете удовлетворены, вы будете счастливы, а тут этого нет. Тут как будто бы есть ощущение того, что это отсутствует. Вам бы хотелось по-другому. Вам бы хотелось к себе, может быть, отношение какое-то, чтобы к вам было, да, другое отношение. Опять-таки, почему-то семья. Ну, у кого-то это, конечно, может проиграться, если сейчас нет там проблем с близкими, родными, это может там, иногда какой-то рабочий коллектив тоже воспринимается как семья. Но чаще всего, девочки, тут отношения с близкими, те, которые рядышком с вами людьми. У кого-то элементарно может быть пройти временные проблемы в плане, может быть, проблемы с финансами. Тут тоже такой подтекст может пройти. Где-то потеря ориентиров, не знаете, как дальше выстраивать эти отношения, как, может быть, выходить из какого-то тупика, да, из какой-то ситуации, которая вас, ну, вы понимаете, что все уже, трындец, надо как-то с этого выходить с минимальными потерями. А как, не знаете. Тут почему-то показано, ну, мы же на вас смотрим, как будто бы вы вследствие вот такого вот состояния, как будто принимаете решение. Для вас это болезненно, очень болезненно. Но вы стараетесь вот как будто бы сейчас не то, что там отстраниться от этого, а старайтесь уже, если можно так сказать, близко к сердцу не брать. Потому что тут мужчина, который замораживает свое сердечко. Эта карта говорит о том, что вы стараетесь уже, может быть, не так страдать, не так переживать, не так вот эмоционировать по поводу каких-то невзгод. Может быть, сами себе там говорите: так, стоп, возьми себя в руки, от твоих переживаний ровным счетом ничего не изменится. Нужно как-то более, ну, можно сказать,
с холодным сердцем подойти к решению этой задачи. Может быть, все взвесить, проанализировать, по полочкам разложить и сделать правильный какой-то выбор. Почему-то мне идет так. У многих идет тут эта карта мистическая, она такая, как будто бы окно в какой-то мир. То есть я это могу прочитать так, что вы ищете ответы на вопросы, допустим, которые вас волнуют. Почему не складываются взаимоотношения? Почему вот нет радости, наполнения? Тут и карта первая, это горе горькое, как будто бы нет радости в жизни. Ну, девочки, ну как она читается, так я и вам преподношу. Можете искать ответы на вопросы, вы не находите их, может быть, вот общаясь с родными, с близкими, проводя какие-то аналогии, вы не находите. Кто-то пошел в эзотерику, кто-то пошел в психологию. Пытаетесь разобраться, в чем причина. У кого-то тут семья, тоже могу провести какие-то, знаете, сравнения. Кто-то пытается анализировать и там мысли такие, ага, у меня в роду там женщины у всех были. У всех, да, проблемы какие-то там по материнской линии, там с мужчинами как-то не складывалось. И тоже пытаетесь анализировать, почему, что. Борьба с какими-то страхами. Эти страхи накрывают. Страхи в том числе будущего, потому что карта новости. У кого-то, конечно, знаете, такое как ощущение, боитесь даже в будущем. Вы ждете, понятно, что вы надеетесь на лучшее, но почему-то у вас тут страхи и новости. Боитесь, что новые какие-то вот сообщения, не знаю, с чем связано. У кого может быть с семьей, у кого с работы. Как будто бы подсознательно вы ожидаете, что это опять добавится проблем. Не решение проблем придет, а вы боитесь, что уже как будто бы что-то заложено, вот как будто бы нельзя так говорить, да, какие-то семена посеяны, да, и это вот ждете всходы, только вы понимаете, что это будут не особо позитивные всходы. Как будто бы вопреки всему, там, если у вас там оптимизм присутствует, вопреки этому оптимизму вы понимаете, и это имеет под собой основу, что новости будут приходить уже не особо хорошие. Допустим, если вы понимаете, что там в семье проблемы с мужчиной, с каким-то, и уже как какой-то алгоритм, уже изо дня в день одно и то же. Временно, может быть, это как, знаете, ремиссия, да, временно становится легче, вы радуетесь этому. А потом новости, вот как новости и страхи. И это все возвращается потом вот эти вот на круги своя. Вы понимаете, что никуда не девается. Если там проблемы, мужчина какой-то агрессивный, мужчина злоупотребляет чем-то. Опять-таки, если, у каждого свое, девочки, проблемы с финансами у кого-то, вы понимаете, что ниоткуда, они же не возьмутся из ниоткуда. Тут как будто бы такой вот, где-то как замкнутый круг. Где-то вы понимаете, что я не могу из этого вырваться. Вот как мне из этого вырваться? Я бы хотела, я бы так хотела, но как, в чем-то как какой-то, правда, как замкнутый круг. Это ужасно на самом деле, когда мы... Особенно, когда мы находим подтверждение, потому что хотелось бы с этими страхами бороться, хотелось бы, конечно, эти программки разорвать и выйти из этого. Но тут как будто бы вы говорите, да я прекрасно понимаю, что сейчас вот там новости по поводу одного, по поводу второго, и это вот негатив какой-то. Страхи у каждого свои, у кого-то по поводу здоровья, у кого-то по поводу стабильности, материальной и в общем какой-то стабильности, у кого-то по поводу проявлений мужчины. Как будто бы, не знаю, ладно. Карта страхи, да, чем ключик, вот, как вот показывает, что вроде бы и ключики вы ищете, так бы вам хотелось. Вы, может, и видите даже пути решения каких-то ваших проблем. Мост, это хотели бы построить. У кого-то даже энергия периодически появляется для того, чтобы кто-то, может, осваивает новую там профессию, кто-то пытается там какой-то бизнес, кто-то пытается контакты какие-то восстановить или в плане рабочем, да, что-то предпринимать, молодцы. Но тут потом как будто бы опять вот карта род, семья, и карта бесплодная, и карта дерева. Это смысл. Все-таки какая-то есть родовая программа, какие-то есть ограничения. Допустим, при вашем желании что-то изменить, все равно как будто потом вы упираетесь я повторюсь, у кого-то это родовые эти программки, у кого-то это родственники, которые
ну, в прямом смысле, где-то вас останавливают, где-то палки в колесах, где-то их проявления являются для вас болезненными, потому что тут карта вот, бесплодия и карта дерева. Это о чем? Это где-то влияние, даже психосоматика, где-то влияние на ваше здоровье, где-то то, с чем вы день за дня сталкиваетесь, вот какой-то вот, вы там, допустим, горите чем-то, хотите там, ну, не знаю, кто-то там 3-е, 5-е образование получить, и вы понимаете, что вот это мое, вы так искренне, а там, допустим, у кого-то там мама или близкий родственник говорит, да нафиг оно тебе надо, у тебя столько проблем в жизни, ты еще себе добавляешь, как ты будешь все успевать? Ну, допустим, это такое жизнь, это очень часто распространено. Или супруг говорит, да сиди дома, зачем тебе то образование? Допустим, девочки, или там хобби какое-то, вы хотите там пойти где-то, в общем, каких-то единомышленников нашли, общаетесь, это может тоже какие-то как-то восприниматься, особенно если это не особо пока монетизировано, тоже со стороны близких может. Типа, вместо того, чтобы там с детками сидеть, вместо того, чтобы что-то полезное в доме, а ты тут занялась каким-то типа творчеством. Пример привела. Может, он такой какой-то грубый, но тут вот как будто что-то такое вот. При вашем даже желании изменить что-то, вы как будто бы натыкаетесь, упираетесь в стену какую-то. Ну, девочки, ну умнички, что стараетесь. Так, кто постоянно думает о вас? Смотрим, кто постоянно думает о вас. Давайте посмотрим, ну, что он думает о вас, да, этот человек, наверное. Кто постоянно думает о вас? Кто и что этот человек о вас думает? Может, подруга ваша. Кто постоянно о вас думает? И что думает? Что этот человек думает? Кто постоянно о вас думает и что он о вас думает? Так. Кто о вас думает постоянно и что этот человек о вас думает? Смотрим. Ух ты, кто о вас думает? Так. Кто? Кто? Ага. Семен Семенович, сразу все стало понятно. Так, не пойму, это мужчина или женщина? Давайте посмотрим. Скажите, пожалуйста, кто это человек? Это мужчина или женщина? Больше на мужчину похоже. Так, ну. Так, классика. Мужчина или женщина? Мужчина или женщина? Пожалуйста, покажите, это мужчина или женщина? Ну, не показывает, но вот по этим картам мне как будто бы мужчина. Очень похоже на мужчину. Так, интересно. Так, вот мужчина или женщина? Хочешь мне колоду взять? Нет, на это я не посмотрю. Сейчас, девочки. Называется для чистоты эксперимента. Да, это мужчина или женщина? Мои хорошие, кто еще не подписался и лайк не поставил, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Спасибо вам. Так, это мужчина или женщина? Ой, я хотела сказать сейчас мужчина. Скажу мужчина. Все, вот мужчина, правда, вышел мужчина, король. Так, король кубков, любитель повеселиться, особенно выпить в хорошей компании, любит веселых людей, любит наполняться, эти эмоции получать. Но дело в том, что сейчас какой-то у него период такой по колесу фортуны.
он у него меняется. Вот это веселье у него, где-то, может быть, даже раньше больше проводил время. Тут, может быть, даже не обязательно тут такой герой-любовник, хотя король кубков, девочки, умеет при желании, если ему нужно, и комплимент сказать, и серенаду спеть. Но такой типаж, он больше любит женщин за, знаете, за их любовь к себе. Если женщина там влюбленными глазами на него смотрит, то он может, и на радостях тут, он тоже и комплимент скажет, такой, умеет галантным быть, если, я повторюсь, если ему нужно. Некоторые могут злоупотреблять алкоголем. 100% любитель веселых компаний. Но это как будто бы в прошлом. Сейчас у него по десятке мечей. Какой-то такой период, вот этот, но это говорят, что у него какой-то период его жизни закончился и начался сейчас, вот как колесо фортуны прокрутилось. Десятка мечей. Ну, тут такое, как будто человечка заживо положили в этот гробик, прокололи этими мечами. Ну, в каком переносном смысле, девочки, конечно же. Тут как будто бы какой-то, болезненная очень ситуация. Как-то этому веселью этому как пришел конец. Ну, надеемся, временно, да, король. Какой он еще? Чувственный, любит красивых женщин, любит украшать себя красивыми, ну, уже не знаю, как это сказать, атрибутами. Где-то атрибуты, может быть, даже роскоши, разбирается, может, в искусстве. Галантный, еще раз повторюсь, при желании может быть таким, ну, веселый, общительный, если ему нужно обаять. Не то, что любую, но при желании такой. Так, может. Сейчас вот почему-то мне показали, как будто бы, говорю, у него вынужденная пауза. Временно то ли, может, с кем-то отношения на паузу поставил. Как будто бы четверка мечей ничего не предпринимает. Устал чуть-чуть от жизни, может быть, от того веселья. Кто-то, не приведи Господи, приболел. У кого-то такой период, просто как будто передышка. А вообще по жизни любит получать победу, да, но при этом такие карты противоречивые. При желании эту победу получать, сам по себе такой, тут альфа-самец, победитель. По шестерке жезлов, это на коне ему нужно быть всегда. При этом он может... Девочки, тут какая-то такая ситуация, может даже сам себе противоречить. Тут может борьба с самим собой. Туз мечей. Тут вполне возможно у него какая-то ситуация в жизни вот была. Какое-то длительное время он мог по луне. Кстати, опять зависимости, повторюсь, могут быть у человека, может злоупотреблять, но как варианты. Могут быть какие-то другие зависимости, иные. По луне могла быть какая-то такая ситуация мутная, непонятная, длительное время. Он хотел выйти из нее победителем. Но по факту то ли бессмысленная борьба долгое время была, сам с собой мог бороться. И туз мечей, точки над «и» по факту потом поставил. То есть, как бы... знаете, из этой мутной ситуации типа вышел, старался выйти победителем. При этом старался выйти, знаете, тут какое-то великодушие, как будто бы никого не обидеть, но совсем не факт, что у него это получилось. Так, мужчина вышел, ну, по всаднику я могу сказать, мужчине нравится яркой жизни, по крайней мере, ему нравится, может, новое знакомство, сам такой, ну, где-то, можно сказать, любвеобильный. Я не буду тут говорить, что он этим злоупотребляет, но при этом вокруг него очень много по карте метла сплетен, именно с его какими-то похождениями. Может быть, там и нет вообще ничего под этим, то есть карты говорят о том, что, может быть, он там просто весело проводит время в компании, дальше не идет никакие там, ну, флирт не заходит слишком далеко, если можно так сказать. А сплетен тут будет рассказано о нем очень много. Опять карта подчинения все-таки больше мне идет как будто бы, ну, под этим тоже, под этими сплетнями есть какая-то основа. Все-таки, девочки. Так, какой еще мужчина, вот кто у вас постоянно о вас думает? Мужчина, который сейчас вот у меня проигрывается в состоянии, там мы видели десятка мечей, это как, помните, как в гробике лежит, это вот карта смерть все-таки.
и тут первая карта, она отчасти считывается как повешенный. То есть какая-то ситуация такая, ощущение, может быть, он сам бы этого и не хотел, понятно, но он себя ощущает где-то жертвой, жертвой обстоятельств, жертвой какой-то создавшейся ситуации. Тут сейчас я доложу. Так, вот эволюция, это ой, давай. Тут вплоть до того, что мужчина обращается к высшим силам. Вот эта вот карта. Ну, кто-то молится, кто-то правда в церковь ходит, заходит, кто-то обращается. Желание выйти из какой-то ситуации, которая для него болезненна. При этом ему хотелось бы изменить это все. Тут, скорее всего, ситуация касается какой-то женщины. С этой женщиной у него отношения по карте звезда, он бы мечтал, хотел бы, вот как бы, ну, чтобы они складывались, развивались. Но по факту что-то вообще тут пошло не так как-то. Карта смерть, то есть идет трансформация, меняется. Вот тут у него, допустим, был какой-то его устойчивый образ жизни, карта башня. В этой колоде это устойчивое, это все как будто бы налажено, было прекрасно, ну, в принципе, в его жизни. А тут карта бумеранг, ему как будто бы прилетел бумеранг, может, подкосил ту самую эту башню, эту его стабильность. Я спросила за вас, а за вас вообще как будто бы вот эта эволюция, может быть, он даже про вас сейчас мало что знает, вы для него как закрытая книга, замок, какая-то ситуация с вами, вот для него это, ну, может быть, сейчас именно, а вас он толком ничего и не знает, повторюсь. Так, мужчина, которому прилетел бумеранг за его какую-то страсть. Угу. Так, преграды. И сейчас жизнь у него в прямом смысле. Тут карта отчасти как повешенная, он завис. И тут вот в связи с этой какой-то его страстью, не буду говорить, что тут любовь любовная, но кому-то он воспылал в свое время страстью. И это стало, ну, тут преграда. Преграда и карта сила. У кого-то это может проиграться. Сила это, если у этого мужчины есть постоянная женщина, то женщина узнала о какой-то страсти, да. То есть и преграда это наличие этой женщины, взаимоотношений с какой-то стабильной женщиной. Или же почему-то, если нет у него постоянной женщины какой-то, или в принципе другой иной женщины, то это может так считываться, как будто бы между той женщиной, которой он воспылал страстью, вот, и, ну, между ним, да, может быть, между построением каких-то гармоничных отношений, есть еще какие-то лица третьи, которые мешают это построению этих отношений. Преграды какие-то существуют в его жизни. Так, давай посмотрим. Так, хотелось бы мне спросить, к вам? Но он постоянно, этот человек о вас думает. Мы сейчас посмотрим, что он о вас думает, да? Но я хотела сейчас спросить, вот это вот страсть твоей жизни, и вот эти какие-то преграды, это и сила карты, это о чем? Угу. Это какая-то женщина, которая ну, как будто бы мешает ему, ну, опять, то ли воссоединиться с кем-то, то ли как-то наладить вот этот контакт. Кажется, освобождение и крыс. Отношение тебя. Ну вот смотрите, у кого-то семья. Вплоть до того, что какая-то женщина могла препятствовать, ну, реализации его страсти, назовем это так где-то. При этом поспособствовала, может быть, карта освобождения, поспособствовала тому, что если вы разошлись с этим мужчиной, или не получилось выстроить, или он не рискнул выстроить отношения, то тут как-то вот карта крысы и семья. Вполне возможно, вот со стороны, там, если есть у него влияние семьи, у каждого свое. Тут как-то карта крысы, тут какой-то такой подтекст девочки. Могли за спиной, могли как-то тоже на него так влиять, на этого человека. Как будто бы он настолько вот этих бумерангов боится. Но бумеранги уже ему летят, уже ему прилетели в свое время. Даже не знаю, как это все сейчас, мои хорошие. Я хочу
Ну, у кого-то семья, это может быть близкие родственники. Допустим, если вы жена, мне некоторые пишут жены, я вообще не даю оценку, жены, любовницы, у всех разные ситуации, никого не осуждаю, вообще не вправе кого-либо осуждать. И я никогда не была идеальной, к этому не стремлюсь, и не верю в то, что есть там прям такие идеальные. Те люди, которые себя позиционируют особо идеальными, правильными, как правило, больше всего они в жизни творят такие дикие вещи, которые потом вообще ты смотришь, думаешь и вообще говоришь, боже мой, зачем же они себя такими позиционировали, супер правильными, еще нотации кому-то пытались читать. Поэтому, девочки, я не за жен, не за любовниц, вообще я стараюсь отстраненно эти все карты читать. Но тут такая история, если у кого-то, мне девочки жены пишут, тут может быть влияние на вашу ситуацию какую-то, если у вас там выстроены уже какие-то отношения есть с вашим мужчиной, да, и к вам это страсть, и к вам что-то тут такое, а сейчас вот какие-то, а сейчас вы ощущаете, что вот эти как-то летит все в сторону этого мужчины, ваших отношений, то тут может быть опять влияние третьих лиц, и почему-то семья идет, не может быть родственники, там уже не знаю, как это, кто там, свекр, свекровь, еще кто-нибудь, не знаю, девочки, у каждого свое. Итак, смотрим, что же постоянно, кто, этот, мы посмотрели, это мужчина, у которого сейчас проблемы, который разгребает тут, как будто бы гора неприятностей, гора каких-то событий в его жизни происходит, отчасти как бумеранги ему летят, преграды какие-то у него между ним и его любимой женщиной, по крайней мере, женщиной, которой он испытывает страсть. Мы сейчас смотрим, что этот мужчина думает о вас. Дьявол, счастье, вампир. Господи, предчувствие, молния, замок. Да, и карты фиг ты поймешь, что тут такое, девочки. Сегодня какой-то расклад, карты разговаривают. Так, смотрите, первая карта идет сочетание, тут три карты. Дьявол, счастье, такое какое-то вообще лучезарное счастье. И вампир. Вот о чем это? Дьявол. С одной стороны, могу сказать, что вы для него тут и счастье, и в то же время дьяволица какая-то, которая искушает. Могу сказать, что вы для него вампир, но это лучше я буду уточнять. Так, что этот мужчина постоянно вас думает? Что вы его, ну, как зависимость, болезнь, больная любовь, но вы в то же время его счастье. С ним, вернее, с вами он был счастлив, могу сказать. По дьяволу, это он вас считает дьяволицей. Да, при этом дьяволицей, которая разбила его сердце. Женщина, которая тянет, которая притяжение, которое он не может сам себе объяснить. Где-то, может, он старается от этого даже отнекиваться, так сказать, отбрыкиваться. Но в то же время тут, понимаете, у человека как будто бы идет ощущение того, что ну, это же не просто больная любовь, это сексуальное влечение. Ну, если бы тут было просто, вот рядом вот эта карта вампир, я бы сказала, боже мой, тут вот, негатив негативный. А тут он как будто бы, с одной стороны, понимает, что это влечение сексуальное, это где-то, может быть, какие-то программки у него, где-то чем-то вы его цепляете. При этом он считает, что вы разбили ему сердце. Но в то же время он ощущает, что это же счастье. И вспоминает он какие-то моменты, он понимает, что тогда я был с ней, допустим, счастлив. В какие-то моменты я он понимает, что я счастлив с ней. Так, вы его счастье. Не просто счастье, тут опять огонь. Он как будто бы рядом с вами наполнялся энергией. Вопрос дальше по поводу вампира. Тут уже как будто бы я к этому веду, но я хочу уточнить. Это вы вампир? Нет, это он вампир. Интересно, о чем? Причем тут вампиры? А смотрите, как интересно.
У кого-то пройдет, вот если подряд это все читать, специально уточнила, дьявольская привязанность, страсть, влечение, которое разбило сердце. Тут рядом с вами он наполнялся этой энергией, ему хотелось жить, творить, там что-то вытворять, огонь. Чувствовал себя живым человеком. Где-то он понимает, что он брал от этого, питал энергию, был такой какой-то на подъеме. Где-то наполняли вы его. Потому что я спросила, вы вампир? Сразу же, девочки. Нет, тут карта сердца, вы любили его. Ну, или, по крайней мере, к нему открыто, классно относились. И он это понимает, что вот это вот сердце открытое. Ну, как можно сказать, что вы вампир? Нет. Я спрашиваю, ты вампир? Тут карта сова, типа... Вы знаете, как я могу это прочитать? И дальше вот эти вот карты тут тоже уточняют. Тут карта воровство, тяжелая ноша и ваша карта. Вполне возможно отношения, или мужчина был не до конца доразведен, или вы не свободны. Какой-то нюанс тут мог быть. Воровство — это когда человек старается забрать, не обязательно на стороне, что-то взять, но в ответ не особо дает он это. Ответную или какую-то реакцию он дает. Не может дать. То есть, если человек у вас брал энергию, там, от вас больше получал, подпитывался, то он это понимает. И он тут по карта сова на себя, он говорит, ну я ж типа как старался, это как не то, что там хитро, но мудро. У кого-то тут, знаете, многоходовочки какие-то, ни да, ни нет, запасные варианты. У кого-то мужчина по мудрой сове говорит, я ж старался как-то особо не рискуя. При этом карта тяжелая ноша. Для вас это, вот ваша карта тоже вышла, для вас это все оказалось тяжелой ношей. Может, у мужчина хотел брать больше, воровство. Как я могу эту карту по-другому прочитать? Так, что он о вас думает? Я уже сказала, что он наполнялся от вас. При этом он думает, что он старался все это как-то сделать не то, что там экологично, вампир тут с такими зубищами, да? Вот не зря тут вообще красивое лицо мужское, видите, улыбается. А потом, если посмотреть ниже, тут такие клыки острые, даже не клыки, а какие-то острые зубы, как у какой-то акулы. То есть мужчина такой, ну, мудрый, не знаю, карта сова. Он сам думает о том, что рядом с вами он был счастлив. И ему кажется, что он как-то делал все не то, что это правильно, а вот типа по-другому он не мог. Вот как-то так. Вы знаете, как говорят, вот если бы я в тот момент мог по-другому, я бы поступал по-другому. Вот не мы такие, жизнь такая. Типа я старался как-то это делать мудро, по-другому я не мог. Опять-таки, ну, о вас он думает... Тут какие-то карты, знаете, такие, тут предчувствие, молния, замок. Может быть, с вами какая-то история такая. Мне вот эти карты прямо говорят о том, что какая-то, знаете, не то, что там, не буду сюда магию какую-то приписывать, мистику, но тут может быть вполне вот по этим картам, что до встречи с вами, даже ему могли какие-то сны сниться, вот какой-то образ, похожий на вас приходить. Вам могло то же самое. Или же он при встрече с вами мог как будто бы вот ощущение дежавю, да, у него даже, я где-то ее видела. Это как будто бы тут предчувствие того, что эти отношения могут, или, знаете, тут как молния поражает, да, вот какую-то стабильность. Если у этого мужчины была уже там стабильная выстроенная жизнь, ну, во всех смыслах, да, а тут, может быть, он до встречи с вами, или в момент, когда он с вами познакомился, его как молния озарила, не в том плане, что это такая вот роковая любовь или любовь с первого взгляда, а предчувствие, что, ну, как-то вы повлияете на его жизнь так, что это может разрушить его жизнь. Поэтому карта замок. Может, старался от вас что-то утаивать. Если не свободен, утаивать встречу с вами и эмоции к вам. Опять-таки мог утаивать понятно, от своей какой-то там стабильной женщины. При этом думает он, постоянно вас думает. Тут какие-то карта единства. Это, скорее всего, мысли о том, смог бы ли и могу ли я быть с этой женщиной. Она как со мной, знаете, как часть меня, она со мной одно целое. Тут прям вплоть до того, что может быть история о том, что он считает вас своей второй половиной. Но тут опять эти истории. То ли мы встретились не в то время, не в том месте, почему ты мне так поздно встретилась. Ну, в общем, все из этой серии, девочки. Тут тоже такое может быть. Потому что карта замок и карта единства. Как будто бы вот не дает ему что-то, ну, что там, плохому танцору не дает, да, хорошо танцевать. А тут как будто бы у мужчины есть какие-то ограничения. Отчасти он сам может их выстраивать, отчасти вот показано тут дальше зона комфорта и тень. Карта. Зона комфорта подвешена в полиэтиленовом пакетике рыбка золотая, да, и тут острые колья такие. То есть это такая зона комфорта очень, это, я думаю, у него.
больше, как будто бы, может, и у вас своя зона комфорта. Какие-то вот такие, знаете, условные эти зоны комфорта, но почему-то то ли вы можете в ней оставаться, то ли он может оставаться в своей зоне комфорта. И это тем самым как будто бы не дает вам вместе быть вместе, где-то в одно общее, ну, тут сплести ваши судьбы, да, скажем так, карта единства. Вот тут почему-то у кого-то какие-то скрытые, не знаю, какая-то информация скрыта, у кого-то замок, что-то вот, то ли он с вами не до конца откровенен, то ли в принципе изначально даже какие-то были, может быть, нюансы, да, прежде чем вы сошлись, вот вы не открылись друг другу, ну или попытались вы как-то выстроить отношения. Тут карта тень, вплоть до того, что зона комфорта и карта тень, вполне возможно, у каждого есть, ну, секреты друг от друга, понятно. И карта тень, это как будто бы мужчина может даже сейчас, девочки, это о вас тень, это ваша теневая сторона. Ух ты, это его сторона. О чем это? Теневая сторона, карта группа. Ну, скорее всего, тут тоже у него страхи. Вас он считает, карта тень, а вас он как думает? Он считает, что у вас тут вы по высшему я, вы себя любите. Вы женщина, которая, может быть, именно сейчас, знаете, как-то так он себя вас видит, вот с короной на голове, тут вся в парче, в золоте, всматривается в зеркало. Женщина, которая цену себе знает. Может быть, вы изначально такой и не были, а вот почему-то, если он, допустим, боится пойти с вами во что-то, выстроить что-то, да, или его что-то как будто останавливает, девочки, то он не до конца уверен, что он вас знает. Ему кажется, что вы скрываете, вот теневая сторона, и то, что каждый типа скрывает, да, ему кажется, что у вас тут запросы, будь здоров, как будто бы вы не будете мириться с его, может быть, какими-то проявлениями. Тут какой-то такой, как будто он говорит, да, я ж, допустим, сейчас не начну выстраивать отношения, а потом у нее там запросы, я не смогу соответствовать тому. У кого-то несоответствие материалка, потому что тут такой еще подтекст, знаете, что вы цену себе знаете во всех смыслах, что вам тут подавал Rolls-Royce какой-то. Вы мне сейчас напишите, я в метро езжу. Ну, а ему вот кажется, что вам нужно тут на золотой колеснице возить, да, на работу, и вообще работать вы не должны. Тут как-то так, и при этом на него в тень тоже, тут карта группы, разбитое сердце, как будто бы тоже очень боится того, что он с его стороны, вот как будто бы, он очень боится того, что это в моменте может все закончиться, даже если отношения вы начнете выстраивать там, то это тоже не принесет ничего хорошего, как будто все закончится, и у него останется это разбитое сердце. Почему-то так, девочки. Вот это мужчина о вас постоянно думает, постоянно. Ну, а давайте, а основная вот мысль его. Хотя тут вот это вот дьявол и счастье. Я был дьявольски счастлив с ней, когда я подпитывался этой энергией. Она мне давала энергию, желание жить. Ну, что-то такое. Так, основная. Вот основная, давайте, мне так интересно. Основная мысль о вас. Вот он постоянно думает, основная мысль о вас. Интересно. Что? Игра. С вашей стороны. Смотрите, как интересно. Основная мысль о вас. Ему постоянно вас какие-то сплетни доносят. Карта метла. Карта змея — это искушения, соблазны какие-то. Ну, это все вас касается. Вот, мысли о вас. Змея. Что вы там привлекательны, интересны. Иллюзия, игра. Как будто бы... Знаете, тут какая-то основная мысль такая, что вы где-то, может быть, ему вот рассказывают, что вот как-то вы себя так ведете, ну, для многих соблазнительно, как можете с мужчинами играться, как какие-то или... Подождите, это вы с другими мужчинами? Это с ним? Тут он как будто бы сам запутался, знаете, в 3 соснах или в 2 соснах. Тут он считает, что в отношении него по черной кошке вы были, может, скрывали что-то, вы не были с ним откровенны,
А тут по карте с глаз, я еще на других мужчин посмотрела, ему кажется, что вы в отношении других мужчин можете как-то так себя вести, знаете, давать какие-то поводы для ревности ему, даже если вы ему там, понятно, не принадлежите, вы сами себе принадлежите, как-то играть, погружать в какие-то иллюзии мужчин, то есть давать типа мужчинам шансы призрачные, но это иллюзии, это не настоящие, типа вы какая-то тут игрунья. Угу. Это какие-то сплетни про вас кто-то распространяет, что вот вы такая. А на самом деле, я спросила, на самом деле у вас очищение. Вы вообще от всей этой ситуации хотите как-то очиститься, забыться, и у вас абсолютно другие энергии. Ну, кто-то про вас сплетни вот распространяет. О том, что вот вы такая, тут с кем-то флиртуете, играете, какие-то шансы типа даете, а потом вполне возможно, что динамо, ничего по факту ну, ничто за этим не идет, ничто за этим не следует. Как будто бы ну, играете с мужчинами и знаете о том, что вы нравитесь мужчинам. Вот это он постоянно такое о вас думает. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!